Ну что же, всем привет. Мы находимся на буткемпе у команды Empire. И рядом со мной сидит бессменный уже несколько лет менеджер команды Empire на Chronix, с которым мы вот сейчас поболтаем. Здорово, Серег. Всем привет. Вообще, общаться есть много тем, на которые можно пообщаться, но я бы хотел начать очень так издалека, да, то есть как бы ты не первый год в Empire, ты не первый год занимаешься составом по доте. Вот давай немножко вернемся к четвертому интернешнлу и вот более-менее пролей нам свет, вот что произошло на самом четвертом интернешнле в плане состава, я не говорю результаты, и как случилось так, что вот Империя пришла к нынешнему составу? Ну, в действительности на интернешнле 2014 у нас как бы произошла ситуация, когда мы до конца ивента, до самого конца мейн-ивента не представляли, какой будет вообще, в принципе, дальнейший состав, уйдет ли Ваня или нет. Там, в принципе, была предварительная договоренность такая, скажем так, джентльменская. Ну, не джентльменская, как бы мы сели, поговорили просто возле дороги в беседке, что все окей, и если в случае... Если мы будем дальше нормально тренироваться, собираться, то мы в этом составе дальше как бы и поедем, да. Но так вышло, что то ли общение выстроено было неправильно, то ли уже на протяжении непосредственно мейн-ивента, когда мы уже там просто тусовались, игрались и так далее, общение пошло немного не в то русло, возможно, между игроками, и Ваня сделал как бы шаг и пошел в Нави. И тут как бы никто его не удерживал, все в принципе поддержали его выбор. И дальше у нас пошел решаф, мы начали думать, как дальше двигаться и в каком составе мы захотим быть. Мы общались в принципе с несколькими игроками и в тот момент остановились на Соло. Соло согласился, хотя непосредственно в тот момент ему повалило очень много предложений из разных коллективов. Ну, одно из них было от Нави, в частности. Да, но я, честно говоря, я не вдавался прям в подробности, от кого, кто, сколько. Но я знаю, что предложений было много. И в тот момент он сказал, что вот, ребята, несмотря на то, что мне там и предлагали, и я хочу играть с вами, я верю в то, что у нас получится. И как бы он зашел к нам в состав. И мы продолжили играть непосредственно после TIFO. А далее, в принципе, у нас был такой момент, когда мы вообще тестировали игроков, так как не получалось. Мы, возможно, первые использовали практику, когда просто в середине сезона мы стали на замены разных игроков и пробовали, как пойдет. И там у нас и Магу ходил, и Флай приходил, и там мы тестировали игроков на разных ролях. И все подошло к тому, что перед Dream League у нас произошел небольшой конфликт в команде. Игра откровенно не шла, результаты были плохие, это все давило на мораль, плюс это пост-TI, то есть как бы все мы думали о том, что вот сейчас мы заиграли, и тут прошел какой-то небольшой такой осенний сезон, и мы понимаем, что в принципе мы находимся на плохом уровне, и тут уже и вопрос там и со спонсорами, возможно, может поджать, все понимают, что как бы все хотят играть, и мы хотим тоже преподносить комьюнити хорошие результаты, но на данном этапе мы этого сделать не можем. Потом этот конфликт не мог найти выхода, был какой-то пик, конфликт между игроками, я вдаваться в подробности не буду. И так получилось, что мы все, скажем так, пришли в ситуацию, когда у нас некоторые игроки просто с линии, в частности Роман, он вообще ушел, грубо говоря, на каникулы, скажем так, своеобразные, да, в самоволку на каникулы. И мы тестировали дальше. Мы взяли Алоху в мид, мы как бы поиграли определенное время, а потом все-таки в определенный момент все понимали, что команда у нас в принципе слажена, и все наши конфликты нам надо тушить, и нету в конфликте правой стороны, понимаете, то есть ни в каком, вообще командная химия строится так, да, мы должны друг друга понимать, мы должны терпеть плюсы и минусы, да, если... Ну, это нормальный коллектив из 5 человек. У нас был конфликт, он был исчерпан.
все мы помирились и решили двигаться дальше, но сделали определенные изменения. Соло команду покинул, так как, к сожалению, несмотря на то, что как личность, как человек, который, скажем так, хочет принести какой-то микроклимат в команду, он очень хорош, он довольно-таки много работает над этим, но он занял какие-то позиции, игроки заняли какие-то позиции, и у нас не получилось с ним сыграться, но несмотря на это я ему благодарен за то время, которое он провел с нами, и я, как менеджер непосредственно внутриигрового состава, я поимел очень много опыта. То есть вот эти вот непонятные решафлы, все эти изменения состава, коллектива, точечные тесты и так далее. Для меня лично это был огромнейший опыт. И не только для меня, не только я работаю над составом. В принципе, в тот момент мне еще довольно-таки серьезно помогал Стрэнджер Саша. И то есть мы пришли к выводу, что нам надо двигаться дальше. Мы взяли Алоху, и как бы мы играли с Йоку. В принципе, два этих игрока уже знакомы не понаслышке, и, скажем так, у нас пошло лучше с коммуникацией, ребята заиграли, и вот первый серьезный лан, StarLadder, на котором мы, если я не ошибаюсь, трижды были в финале и ни разу не выигрывали, да. Мы наконец-то взяли. И это, возможно, было такой поворотным событием, то есть отомкнули какой-то ключик в мозгу, что да, мы можем, да, это такой первый довольно-таки серьезный чемпионский титул в плане состава коллектива, несмотря на то, что как бы тот StarLadder был не такой там суперзвездный, но для нас, как для команды, это был серьезный тест и такой хардкорный финал. Нельзя сказать, что мы там сыграли одну калитку. В один там момент было довольно-таки тяжело, но мы смогли, победили, и вот на этом я могу сказать, что формирование состава закончилось, и мы понимаем, что каждый в коллективе исполняет свою роль. И если даже вот комьюнити, допустим, ребята, вы смотрите воды, да, вы смотрите там, где-то у кого-то что-то не получается, несмотря на это, не судите строго, работа коллективная идет довольно-таки активно, и несмотря на то, что вы, возможно, где-то как зритель смотрите на игровые моменты, и кто-то где-то... Ну, не только как зритель, да, как комментатор. Как комментатор, тоже, да, и вы смотрите какие-то моменты, где-то вам кажется, кто-то где-то не доигрывает. В действительности все 5 игроков выкладываются на максимум, и я не могу сказать, что в этом коллективе у нас есть какая-то обуза или человек, который нас тащит на дно. Мы просто как бы сейчас перед International есть факт, уже как бы с подводной лодки никуда не деться. Это понятно. И как бы нам надо играть так играть. Поэтому стараемся помогать друг другу, улучшать, как-то влиять на улучшение игровой формы и двигаться дальше. Это вот касательно непосредственно формирования состава. Окей, такой быстренькая ремарочка еще. Вот когда, вот, например, да, ты говорил, что соло мы решили взять, мы решили тестить игроков разных и так далее. Да, действительно, это было как раз-таки ноябрь, это был, по-моему, когда вы там этим всем занимались. Кто принимает решение конкретно в команде? Вот давайте позовем вот этого с Тендином на эти 2 игры, а потом вот давайте вот Алоху возьмем в команду. Вот как это выглядит? Ну что, для нас это как? Ну вот Empire решили. Вот как это приблизительно выглядит? То есть, я не знаю, тебе пишут игроки или игроки между собой кого-то там нашли. Вот как этот процесс вообще выглядит? Ну, я не могу прям и сам в деталях уже не помню полностью эту всю схему, да, как бы, но просто менеджмент общается точечно с игроками. Ну, к чему? И, как бы, мы, во-первых, есть пагубная мысль о том, что вот игроки, они на 100% должны выбирать себе тиммейтов состав. Да, безусловно, как бы самая большая доля решений лежит на игроках, так как это человек, который вливается в ихнюю систему, они с ним будут непосредственно коммуницировать, и как бы ни менеджер, ни менеджмент, они не могут 24 часа на 7 следить за всем процессом и синергией и так далее и тому подобное. Поэтому мы всегда общаемся с игроками, если они видят кандидатуру, мы ее обсуждаем. То есть мы вносим эффект катализатора и ни в коем случае никогда не придем, не покажем пальцем, вот, играем с ним. Может этот, может тот. А они уже сами принимают решения, и игроки решают непосредственно. Но если... по своему опыту просто скажу, если пустить все на самотек и дать все команде, то уже было не раз, как бы появляются ошибки, которые приводят просто к краху составов.
вы можете увидеть это в любой СНГ организации и не раз. И не только в доте. И пока, да, пока как бы, как в свое время, не знаю, там Эш сказал, пока все вместе не будем принимать решения, ничего не получится. А так оно и есть. То есть, как бы, это так. Окей, я тебя... А вот такой вот вопрос, да, вот была ситуация после International, все 4 игрока Нави хотели играть соло, но организация не согласилась. Когда вы брали соло, не было ли какой-то опаски, каких-то там... Ну, потому что Нави не взяли соло из-за истории. По понятной причине. Хотя она не совсем понятна, потому что это одна из самых медийных личностей. Не было ли у вас опасений, я имею в виду, да, у тебя, менеджмент и так далее? Вот, не боялись ли вы, что будет негатив какой-то от спонсоров? В действительности, когда мы принимали решение, мы шли за результатом. Мы не шли за непосредственно монетизацией команды или там имени команды. И если уж смотреть так свысока на личное соло, то это намного более мощная площадка для бизнеса, чем любой другой игрок. Ну, давайте говорить в тот момент, да, обычными терминами. Но мы не шли за какими-то непосредственно либо спонсорскими предложениями, либо боязни их отмены, либо там... Ну, понятно, то есть главное было результаты. игра. Да, главное было игра, результат, и то, чтобы было комфортно игроками общаться между собой. И, в принципе, Алексей, мы посмотрели, все хотели с ним играть, как бы, и вот к этому мы пришли. А что касается этой истории 3-2-2, она уже затерта до дыр, это, во-первых. Во-вторых, да, есть как бы ряд, и были прецеденты, я думаю, у многих были прецеденты, когда общаешься со спонсором, это просто стереотипное мышление, был скандал, он связан с чем? Там, с этим, ага, это плохо. Это так или иначе может какое-то маленькое пятнышко на репутацию пустить, а кто-то там увидит это, кто-то прочитает. Вот так, мне кажется, мыслит непосредственно спонсор. Но мне, как менеджеру, очень важно то есть результат и синергия в команде, поэтому... Игроки, по сути, сами принимали решения из того, что мы имели в тот момент. То есть ФНГ тогда там общался с нами, да, как бы там так все вышло. А Ванскор тоже туда ушел. И, в принципе, на тот момент еще не была так развита сцена, что можно... по сравнению с этим годом. Я действительно скажу, что, в принципе, если сравнить 2014 и 2015 по кадрам, то сейчас немножко лучше. Ну, конечно, в следующем году еще будет лучше. То есть опять-таки вопрос к этому, что у вас появились Алоха, Йоку, у Virtus.pro появился Лил, да, из молодых, а появился Санейка, то есть новые личности возникают, и которые выходят сразу на, действительно на топовый уровень. Вот как ты считаешь, этот прогресс будет дальше идти, или мы упремся, например, в следующем году уже в какую-то планку, и новых талантов будет искать негде? Мое мнение следующее. У нас в СНГ дота довольно-таки популярна. И если взять среднестатистического игрока, да, то, мне кажется, по, скажем так, величине скилла и среднестатистической выборки командных игр, то величина скилла будет самая большая у дотера. И это чисто из математики, если посмотреть там, на ММР и так далее и тому подобное. Да? Я не сравниваю азиатский регион. Но к чему я веду? Я считаю, что у нас довольно-таки много таланта, у нас коллективов мало для того, чтобы их тестировать. Вы же понимаете, это очень сложно. Допустим, я набираю команду из 5-10 человек, называю ее Academy, допустим, да, гипотетически. Это то, что, в принципе, в свое время пытались сделать все. Но сделали в Китае в итоге. Да, Academy, там мы берем, готовим, просто... На данный момент у нас нет никаких, в принципе, инструментов, дабы это Academy, если ты вырастешь, удержать у себя. Нет таких, скажем, юридических и финансовых прецедентов. То есть готовить игроков для других команд никто не будет? Нет, мы и готовили в свое время, да, то есть, как бы, да, взять того же Санейка, он появился, допустим, первый раз на лане с нами, на Excellent Moscow Cup. Я ничего не хочу сказать, как бы, он очень хороший игрок, и с Акбаром довольно-таки Но за всю историю из Empire в Нави ушло уже человек 10. Да, как бы, я не хочу на этом акцентировать внимание. По результатам разных команд в этом году вы видите сами, как проходят решафлы, как передвигаются игроки, и вам делать вывод, в принципе, как это все происходило. И кто прав, кто не прав, да? Да, я абсолютно не хочу подчеркнуть, но вернемся к теме. У нас очень много талантов, я считаю, если у нас будут финансовые возможности, допустим, в принципе, глобально в киберспорте поднять и профинансировать развитие этих талантов, то я уверен, что мы можем построить одну из самых сильных сцен
в мире, так как, откровенно, Европа сейчас подсдала. США никогда не было регионом, который давал просто множество прям... Команд. Нереально много, да, множество команд, у них там конкуренция. А мы в этом году, ну смотрите, У нас в этом году 4 команды на International. Да, 4 команды на International. У нас есть Hellraisers, которые как-никак, худо-бедно, но они показывали довольно-таки неплохой уровень в свое время, да. То есть там квалифицируя команды из ЕУ на квал могло быть только 2, и они из СНГ. Это о чем-то тогда говорит, да. То есть ребята работают, идут к успеху, и то, что там команда Нави, в принципе, грубо говоря, собралась довольно-таки за короткий термин, это говорит о многом, потому что есть опыт, есть с чем работать, и люди могут работать. То есть результат есть. В принципе, это мы и видим в этом году. CS в такой довольно-таки доминирующей позиции сейчас находится в Европе. И как бы, если не упускать, если это все преподносить довольно-таки интересно для разных типов бизнесов, компаний, людей, которые хотели бы вложить деньги непосредственно в киберспорт, это все можно запустить на хорошей, постоянной глобальной основе. И, в принципе, задумок масса на эту тему. Я тебя понял. Окей, ты говорил опять-таки про финансы, про влияние сейчас финансов в киберспорт. Про финансы внутри организации хотел бы поговорить я. То есть для многих организаций, например, Na'Vi, Virtus.pro, они более-менее понятны. Там есть генеральный менеджер, менеджер состава, есть владелец, есть SEO и так далее. Про Empire этой информации особо нигде нету, и люди не особо знают. Не смог бы ты пролить свет и рассказать вот про структуру организации Empire, кто у вас главный редактор, кто у вас SEO, кто у вас главный менеджер, конкретно какие твои обязанности и так далее, чтобы мы вот более-менее понимали это. Ну, в принципе, я не хочу, знаете, налить воды. Конкретно, кто главный? И конкретно, кто главный. Ну, давайте начнем, сверху по иерархии идти. У нас есть 2 учредителя, зовут их Сергей и Михаил. Фамилию я упоминать не буду. Они непосредственно со старта начинали с нами работать, вкладывали деньги на, скажем, частные активы свои. И мы двигались вперед как-то. Мы там собирались, создавали разные команды, у нас там и Quake был, и все что угодно, в принципе. На заре киберспорта, скажем так. Вот, дошли до доты, как-то выросли и так далее. Далее у нас идет, непосредственно де юре SEO у нас Stranger, но на данный момент, к сожалению, из-за каких-то жизненных своих обстоятельств он дистанцировался больше от коллектива, занимается в реальной жизни бизнесом и довольно-таки часто приходит и своевременно помогает. И, в принципе, на данный момент пока этого хватает. Есть я. Я с ноября месяца полностью занимаюсь коллективом. То есть я 100% времени практически... То есть коллективом ты имеешь в виду только команда по доте? Не, я не закончил. Я уделяю много времени коллектива. Есть еще Эш, который, скажем так, он работает, когда может. То есть у него семья, работа, и он может прийти, посоветовать, где-то в Москве помочь с организацией. Мы ему очень благодарны за это все. То есть он нам тоже уделяет время и довольно-таки серьезно помогает в некоторых ситуациях. Ну и далее у нас идет, как отдельная такая персона, наш твиттер-гай, Кирилл Хайруллин, Вот, теперь мы знаем, откуда он. Он из России, из какого города? Он из Москвы. Он из Москвы, да, он у нас работает в офисе. Кстати, мы открыли офис в Москве, тренировочную базу. Вот недавно проводили там первую часть этого буткемпа. То есть, как бы, там у нас была эта вся тусовка, и пресса приходила, там разные интересные журналы, начиная от Максим, заканчивая там хакером и так далее. Да. Ну, то есть, в принципе, все довольно-таки активно. Кирилл, он проживает в Москве, работает у нас в офисе, ну и там создает, творит. Подожди, основная его работа — это именно вести Твиттер, или, может быть, или он чем-то еще занимается? Вообще он у нас древний житель, он еще раньше, чем я появился в организации, по крайней мере, знаком, он был с Михаилом и Сергеем до меня, а я появился в 2010 году, чтобы вы понимали. И как бы, да, основная его работа на данный момент — это Твиттер. Ну так, профессиональное ремесло, скажем так. Да? Получается неплохо. Профессиональный твиттер-гай. Но он помогает еще
во многих вопросах. И вообще у нас нет узконаправленных личностей. Мы движемся к тому, что человек, если он в принципе заинтересован, у него есть желание, он может сделать любую работу. Как это делает Valve? И в принципе, как бы, ну как это делают многие вообще, в принципе, фирмы. И можно взять там и банки отдельно, если вот почитать какие-то там, я не знаю, обзоры с Forbes и так далее. Многие лидеры приходят, бизнес-лиды говорят, нам нужны вот универсальные люди. И там вот сегодня ты аккаунтент-менеджер, а завтра ты там сварщик. Ну, это я так утрирую. Я тебя понял, да, я тебя понял. Смысл один То и есть тот же. каждый у вас может и статью написать, и буткемп команде организовать? Я не могу сказать, что каждый из нас прям может и статью написать, и организовать. Но если, допустим, мы заняты в контенте, то это как бы широкий пул контента. То есть и статьи, и обзоры, и то, и другое. У нас есть ранжирование, на нас работает ну, примерно где-то 40 человек. То есть супер каких-то цифр глобальных я не могу сказать, там, как это, мы не компания Valve, да, но мы двигаемся вперед, развиваемся. Есть у нас и главный редактор, есть у нас и команда сайта, есть SMM отдельно, ветка. Построено общение с спонсором. Я непосредственно занимаюсь командой и в какой-то мере я выполняю роль маркетинг-менеджера, то есть я непосредственно работаю с продажей, со спонсором. Окей, хорошо, ближе к тому, что происходит здесь, то есть ваш буткемп, вы, скажем так, последних полгода у вас не особо активно было с ланами, не особо много вы ланов посетили, ну, не за полгода, если возьмем, например, последних там 3 месяца, да, съездили на МДЛ, где заняли хорошее место, хотя в первый день казалось, что займете плохое. И вот этот вот буткемп из 2 частей, расскажи про организацию, про то, как вообще проходит буткемп и вообще как это все планировалось, и довольны ли ребята, и как вообще настрой и подготовка перед интом. Ну, скажем так, первый буткемп в этом доме у нас был перед МДЛ, то есть перед МДЛ, перед самолетом. То есть во время квалификации. Да, мы собрались, сели на такси, уехали в аэропорт отсюда. То есть это у нас отправная точка перед МДЛ. Дальше поехали, поиграли там, вернулись, там 8 дней мы были или 10. И, собственно, разъехались по домам и уже перед TI играли как-то e-спорта, потом собирались на буткемп. Значит, буткемп, первая часть была в Москве, в нашем новом офисе. Ребята туда приехали, я там не присутствовал. Организован он был компанией Seagate, ну, то есть, как бы, они непосредственно мы видели много фотографий. Технологическим партнером. Мы организовали там тренировочную зону, то есть все условия для игроков, жилье. И, в принципе, они как бы готовились там и тактически, и КВ, и вообще, в принципе, общение, какой-то team spirit, ну, нарабатывали. Хотя с этим, я могу сказать, на данный момент у нас особых проблем нет. Все в порядке. И вот потом был перерыв 5 дней, и как бы мы решили предложить такую активность. Вот давайте сделаем буткемп от имени компании Logitech. И, в принципе, благодаря этому партнеру нашему мы сегодня здесь. И все, что вы видите, это как бы происходит благодаря ним. Мы завезли сюда компьютеры, полностью настроили досуг, в принципе, вы тоже можете это увидеть. И как бы пытаемся играть с разными командами, отрабатывать тактики. Есть у нас флипчарт, мы там пишем, общаемся, разговариваем. Есть у нас какая-то практика непосредственно отработки каких-то уже элементов. Не просто мы сидим, катаем КВ, потому как показала практика, не совсем это эффективно. Играть, просто играть, как бы... Не хватает. Не хватает, да. Это уже... То, в принципе, это уже... Раскрывать все секреты тренировок, конечно, не стоит, но... Не, я имею в виду, для топовых команд я ничего нового не скажу, а для там, среднего звена, как бы, в принципе, это надо на практике прочувствовать. Я думаю, каждый это все понимает, то есть никаких суперсекретов тут нет. Суперсекретов мы не скажем, да. Как ты считаешь, вот какая продолжительность буткемпа вообще хороша, идеально при подготовке к такому крупному турниру, как International, и, так, чтобы игроки друг другу не надоели, и вообще. И сразу же вдогоночку вопрос, считаешь ли ты возможным вообще существование команды, например, в условном следующем году, в следующем сезоне, полностью, вот в рамках, например, этого дома, как это делают в Китае, то есть, чтобы ребята
ребята здесь находились не на буткемпе, а постоянно. Как ты думаешь, сможет ли СНГ команда существовать? Ну давай от обратного, да, давай про дом и про жизнь вместе, да. Ну я все-таки сквозь какой-то опыт могу сказать, что это пагубная вообще идея, она уничтожит коллектив. Если все тут будут жить, допустим, месяц, да, то, ну, я не вижу позитивных Поубиваем моментов. друг друга, да. Я не вижу как бы позитивного момента, который будет в конце. То есть, ну, и ребята друг от друга ставят, и по дому, то есть, ты сам знаешь, ты много ездишь, долго быть без дома, там, без любимой девушки и так далее, это там очень сложно. Поэтому я считаю, это плохой вариант. Оптимальное проведение буткемпа перед большим, либо небольшим турниром, неважно. То есть, если вы едете на турнир, вы едете туда выигрывать. Если вы едете туда выигрывать, вам надо подготовиться. И тут вы задаете себе вопрос, а как вам нужно подготовиться? И вы смотрите в основном, ну, мне кажется, на настрой команды. Я считаю, что от 7 до 10 дней это оптимальный момент. То есть напряженного режима там по 10 двухнедельный буткемп, это если включить какой-то лайтовенький отдых на 2-3 дня, но это тоже потеря времени. А так как у нас турниров сейчас вообще перегруз, в принципе, вообще в индустрии очень много турниров, они переполнили график. И если вы хотите играть даже мейн-турниры, и на них квалификации, и все это дело без инвайтов, у вас не будет вот на эти даже 3 лайтовых дня отдыха времени. Единственный момент, я считаю, для отдыха на данный момент, к сожалению, это пост-TI период, тогда там, где все утихает, и вот где-то месяц все там выходят из спячки, потом перешафлятся и так далее. Окей, по поводу буткемпа и команды такой короткий вопрос. У очень многих коллективов, в частности СНГшных, довольно большой проблемой встает как раз-таки вопрос девушек. Есть ли у вас какие-то правила, то есть разрешены ли девушки на буткемпе, разрешены ли они на турнирах, то есть могут ли игроки с собой привозить девушек, и если могут, то не мешает ли им это, ну, не мешает ли это игрокам, и как ты вообще глобально считаешь, вот как это должно быть? Это должно быть как вот в профессиональном спорте, что перед Олимпиадой, когда уезжаешь, то с женами прощаешься и встречаешься только потом, потому что они могут отвлекать от процесса. Или же наоборот, как раз таки они могут помогать. Как ты вот думаешь? Проблема и главная дилемма этого вопроса, то что ты никогда не можешь предсказать, будет это помощью или минусом. Поэтому, дабы как бы риск исключить, моя позиция. Ну, на буткемпе, в принципе, если есть какое-то расписание, цель, и, в принципе, все работают, то в какой-то мере это возможно. Мы вообще, в принципе, как бы у нас нет какого-то запрета, и они между собой общаются. То есть, если, насколько я понимаю, то есть, если они серьезно готовятся, да, они как бы к этому серьезно подходят. Мы, в свою очередь, даем им все для этого условия, и они уже решают. Тут есть 16 миллионов, ну, а как бы дальше ты... Думай сам. Да, как ты будешь готовиться, кого ты будешь приводить, как ты будешь отдыхать или играть, пожалуйста. Ну, как бы, последствия будут одни, и мы их узнаем там в конце августа, грубо говоря, да. Поэтому каждый сядет и подумает, если, я думаю, 99% людей, как бы, они... сделать свой выбор в пользу более профессиональной подготовки. На турнире однозначно нет, я считаю, это будет отвлекать, и как бы вы не сможете этого контролировать. Вы никак не можете мешать личным отношениям игрока, вы выйдете только в негативном свете, да и этого делать не надо. И игрок, если адекватный, он прекрасно понимает, что он вызовет волну негодования у тиммейтов, если, например, ну, как бы он приведет девушку, допустим. Я просто это видел на TI4. И я видел критические взгляды в разных командах с разными и менеджеров, и все это слышал. Однозначно нет, не надо этого делать, если вы только там, ну, я не знаю. Если вы только не уверены на 100%, что вот приедет там жена, да, и будет помогать. Да, и будет помогать, то есть как бы в таком ключе. Вот так, да. Я не против ничего, но надо смотреть на результат, на цель. И если все-таки вы целеустремленные и хотите чего-то добиться, я думаю, потерпеть, какие-то элементы исключить для достижения
всеобщей огромной цели, я считаю, идем на жертву. А так, в принципе, какого-то строгого запрета, правила или там менеджера со свечкой, да, менеджера со свечкой в комнате ночью, такого нет. Окей, ладно, буду понемножечко заокруглять, а то мы тут уже засиделись. Такой вопрос по поводу будущего. Следующий сезон нам приносит, кроме, ты уже сказал про перенасыщенность графика, следующий сезон нам приносит 3 дополнительных мейджора с квалификациями на эти сами мейджоры, плюс, понятное дело, все турниры, которые есть на рынке, будут стараться как-то остаться на плаву и тоже запускать свои турниры. Вот давай вот не думать про результат International, неважно, каким он будет. Как для твоей команды будет выглядеть следующий год? То есть будете ли вы более серьезно выбирать между турнирами, или вы будете стараться играть также максимум? Или же, потому что есть информация от некоторых коллективов, что они будут играть исключительно мейджоры и исключительно крупные ланы, куда их будут звать напрямую. Какая у вас система? Хорошо, ну просто зададим вопрос. Если все будут играть исключительно мейджоры и исключительно топовые, исключительно по инвайту, то простите, кто будет играть в квалификации. Это раз. Да? Ну, то есть, я имею в виду, мы говорим про топовые команды, какой, несомненно, Empire является, как бы, да? Да. Ну, это так, вопрос просто, да, как бы вот. По выбору турниров. Давайте возьмем вот просто модель гипотетическую коллектива, да. Вы сами должны выбирать, куда вас могут пригласить, какой оптимальный, там, грубо говоря, профит, какое оптимальное покрытие аудитории будет от этого, и насколько он престижен, насколько он вам важен, еще есть момент. То есть это, как знаешь, было в ЭЦГ, там было, ну, в свое время, призовой там был нулев. Ну, всем надо было туда поехать. Да, но все туда хотели, потому что это был первый киберспортивный турнир, это была Мекка, туда надо было приехать и отметиться, кинуть там монетку и так далее. Ну, грубо говоря, вот так. Поэтому тут игроки как бы, ну, мы общаемся с игроками и дальше принимаем коллективно решение. А вот что будет с рынком, это большой вопрос. То есть будут эти менеджеры, будут, допустим, множество турниров. На данный момент мы можем увидеть, что все больше и больше турнирные графики переполняются, и вылетают турниры, которые то ли с одной, то ли с несколькими издянами. То есть либо организация, либо там прайс-фонд отослали через 30 лет и так далее и тому подобное. Ну, то есть есть такие моменты, и вот это все надо учитывать. Я считаю, если разработчик либо какая-то структура не начнет над этим хаосом работать непосредственно, издав какой-то документ, который будет это регулировать, ничего не произойдет. Ну, то есть, в принципе... То есть нам нужны правила игры. Такой проект есть, как бы, и есть группа людей, то есть кажется, ассоциация которая... команд? Нет, мне кажется, что я там не участвую. Насколько я знаю, да, есть группа людей, которые там что-то себе пытаются. У меня есть свои задумки. Вот есть еще единомышленники какие-то в комьюнити, они никак могут не относиться к команде Empire, в принципе, как бы. Есть команда Empire, да, есть люди, которые просто пытаются что-то новое воспроизвести в киберспорте. И они могут, и не надо отталкиваться от тегов в этом всем, как бы. Если мы можем где-то помочь, и, ну, как бы не обязательно это делать на какой-то коммерческой основе, ты можешь прийти, просто дать идею, из этой идеи вырастет уже что-то больше. Поэтому, как бы, я думаю, что все над этим сейчас работают. И когда все поймут, что нам надо объединяться для работы над этим, и как бы... Работать вместе, да. Но с адекватной точки зрения, не так, как пришли, там одеяло порвали на кусочки, как не раз уже происходило. Каждый забрал себе по лоскутку, и все, на этом все закончилось, да. То есть мы должны к какому-то консенсусу приходить, но глобально я не видел никакого диалога такого между всеми командами, между организациями, каких-то глобальных предложений, которые были бы в копии все SEO, все менеджеры всех команд. Такое бы, конечно, хотелось бы увидеть. Есть идеи, я думаю, со своей стороны, я тоже что-то предложу в дальнейшем, и, возможно, до TI даже. Ну, там посмотрим, как это будет воспроизведено. Я понял. Ждите, пишите. Следующий год будет веселым, это факт. Да, следующий год, вы просто поймите, сейчас формат индустрии вышел на свой какой-то пик, и ему дальше нужно или меняться, или вообще испаряться. То есть, в принципе, уже так быть не может. Все это прекрасно понимают. И в дальнейшем все зависит только от нас. Мы эту индустрию строим, мы делаем тут профессиональную или непрофессиональную деятельность, мы воспитываем игроков, мы воспитываем комментаторов, а все эти ребята воспитывают комьюнити. Из комьюнити мы получаем игроков. И это замкнутый круг. Пока мы не выйдем на определенный уровень, как бы
становления. Очень сложно будет деятельность называть профессиональной с той точки зрения, как привыкли, допустим, называть это... грубо говоря, какие-то баскетболисты. Баскетболисты, футболисты, там, Формула-1, бизнесмены и так далее. Но весь интерес состоит в том, и квинтэссенция этого всего состоит в том, что мы, в принципе, творим новую индустрию, и мы не можем быть не похожи на других, мы уже не похожи на других. Но все в наших руках, и давайте как-то к этому подойдем более серьезно, профессионально, да, и не создадим что-то то, о чем 30 лет спустя скажут, было там прикол, и нет его. Да, как-то так. Все, я тебя понял. Спасибо огромное за такое исчерпывающее интервью. Какие-то приветы, спасибо, пожелания. Огромное спасибо нашим партнерам компании Logitech, благодаря которым, в принципе, все это стало возможно. Весь этот огромный дом, буткемп и подготовка наших ребят к самому большому турниру, где мы можем сразиться за призовой фонд $16 миллионов. Большое спасибо нашим фанатам, нашим другим партнерам компании Seagate, Kingwin и всех вспомнил. Всем. И Pinnacle Esports, как же не вспомнить о Pinnacle Esports, все знают Pinnacle Esports. Про соло говорили, про Pinnacle нет. Да, просто так вылетело. Большое спасибо фанатам, которые нас поддерживают. Отдельный привет хейтерочкам, я могу сказать, я говорю в каждом интервью. Работа хейтеров мотивирует меня на любую работу в 10 раз круче, чем любого комьюнити. Поэтому всем привет. И смотрите Рухаб. Да, смотрите, собственно, трансляции на Твиче International, подписывайтесь на YouTube-канал Dota 2 Рухаб и на Ютубе, и ВКонтакте, и в Фейсбуке, и везде. Очень много видео, все вводы с International, и, понятное дело, много разных интервью, в частности, и с командой Empire будут появляться именно на этом канале. Еще раз огромное тебе спасибо, и услышимся в следующих интервью. Спасибо за интервью.